Здравствуйте. Спасибо вам огромное, что еще раз согласились с нами встретиться и ответить на вопросы наших зрителей. Хвала силам. Хотелось бы начать нашу беседу не с вопросов, как обычно, а с наблюдения. Я внимательно читал все комментарии по вашими предыдущими интервью и заметил ряд особенностей. Тоже та информация, которую вы рассказываете, заставляет многих людей занять активную позицию в своей жизни. Например, после последней передачи про реинкарнацию многие люди начали писать, что эта информация побудила их начать действовать в плане улучшения себя, образа жизни, мышления, чтобы не доставлять горе и бед своим родственникам ни при жизни, ни уж, не дай бог, после смерти. Ну и, конечно же, выйти в портал своей души. И пусть многие из них еще не знают, как сделать это, но они полны намерения найти эти пути. А вторые, к счастью, таких людей было немного, они как будто бы видят только преграду из-за этой информации. И стали не то чтобы пассивными, а некоторые ушли в отрицательную позицию, в глубокий минус, если можно так выразиться. И эта информация, вот я сейчас даже зачитаю несколько комментариев. Так вот, некоторые писали в комментариях: как же теперь жить с этой информацией? Зачем я это знаю? Контролировать мысли невозможно, значит, я умру и буду мучиться после смерти. А один комментарий вообще с какой-то дьявольской логикой, и человек, ее озвучивающий, это просто абсурд. Он сделал следующий вывод после ваших слов. Лучше прекратить свое существование поскорее, чтобы меньше за жизнь насобирать грехов и меньше за них потом расплачиваться после смерти. Мне вот интересно, чем слушали те, кто такое пишут? Может, стоит переслушать еще раз, что я говорю? Только уже повнимательней. У меня даже вопрос к этому человеку. От каких грехов ты решил избежать таким образом? А самоубийство? Это что, по-твоему? Как ты собираешься, совершив суицид, надеяться вообще на то, что будешь меньше страдать? Давайте поразмышляем логически. Человек обычно решает совершить суицид не от хорошей жизни, правильно? Наваливается куча проблем, человек впадает в уныние, апатию, он испытывает невыносимые страдания, не видит никакого выхода из этого замкнутого круга. Поэтому, чтобы прекратить мучения, он решает прекратить свое существование. И тогда суицид расценивается как возможность уйти от этих самых страданий. Ну так вот, эта логика в корне неверна. Суицидом невозможно остановить страдания. Вообще ничего невозможно остановить таким образом. Как минимум потому, что человек не в состоянии самостоятельно прекратить свое существование. И после того, что вы называете смертью, вы не умираете окончательно. Не люди управляют этим процессом. Не человек дал себе существование в этом мире, и не ему уничтожать себя. Есть только один, кто может управлять жизнью и смертью. И именно он раздает жизнь или смерть по выбору человека. Поэтому с самоубийством как раз наоборот. Это тот случай, когда хотел избавиться от страданий, а получил джекпот и в конце остался с ними навсегда. Хотел бы я посмотреть на этот момент, когда самоубийца после смерти осознает всю иронию своего положения. Повторю еще раз. Человек после смерти получает то состояние, которое он выбрал при жизни. Так что если ты нытик, то ты от своего нытья никуда не денешься. Хуже стать может. И обязательно станет. Но лучше уже никогда. Ты уже отказался от возможности что-либо изменить. И ни о каком покое после смерти или просто сне здесь речи быть не может. Ты же вложил столько сил и внимания в свои страдания. Ты же тратил на них все свое время и все свои силы. Иначе бы ты не дошел до крайней точки. Значит, тебя все устраивало. Ты максимально раскачал себя на деструктивные эмоции. Ты достиг апогея, достиг максимума себялюбия, уныния и лени. Решил, что кругом одни козлы, и ты весь такой хороший.
Просто вся несправедливость мира свалилась тебе на голову, что ты посчитал себя вправе убить себя. То есть ты настолько себя возвысил, что решил, что ты имеешь право отнять жизнь. Да, это вроде как твоя жизнь, но сути вещей это не меняет. Это все равно убийство. И ты еще думаешь, что после смерти обретешь покой. Не будет этого. Ты заберешь с собой абсолютно все, что ты с таким трудом лелеял внутри себя. Даже если это были невыносимые страдания. Это твой осознанный выбор. Вот и не ной теперь. Так что, если человек действительно хочет уйти от страданий, то лучше это делать при жизни. Потому что после смерти уже не будет такой возможности. Просто там уже не будет жизненных сил что-либо изменить. И запомни, если ты от уныния покончил с собой, то твое нытье, все твои страдания и мучения останутся с тобой навсегда. Поэтому, если возникают мысли о суициде, если решаешь, что тебе не нужна жизнь, то уж лучше посвяти ее людям. Иначе с таким же упадническим состоянием и уйдешь в смерть. Это интересное заключение. Я тоже встречал информацию о том, что самый эффективный способ помочь себе – это помочь другим людям. Ну и, в принципе, понятно, как это работает. Когда человек переключает внимание на помощь другим людям, то он перестает думать о своих проблемах, вариться в них. Плюс надо знать и понимать, что не всегда суицид – это решение самого человека. В наших структурах есть те, кому выгодно подталкивать людей на суицид. Просто люди привыкли жить и не видеть многих вещей. Вот как вы думаете, откуда столько случаев, когда люди, у которых все замечательно в жизни, они растят детей, строят планы, и тут вдруг совершают самоубийство? Что это? Мимолетный импульс, с которым человек не совладал? Резко упало настроение? До такой степени, чтобы убить себя? Или же случаи, когда абсолютно адекватная мать берет своего ребенка на руки и шагает с ним в окно? Или толкает своих детей на рельсы под поезд в метро? Какова причина таких поступков? И это лишь несколько примеров. Я уже не говорю об автомобильных авариях, которые случаются при странных обстоятельствах. И таких примеров масса. На самом деле, многие, на первый взгляд, необъяснимые случаи самоубийств объясняются очень легко. Просто есть те, кто забирает ваши жизни вашими собственными руками. Давайте еще вспомним, что вообще-то у абсолютно каждого человека есть инстинкт самосохранения. Мощнейший базовый инстинкт, который буквально вшит нам в подкорку, и который не так просто переступить. Так что если вам приходят мысли о самоубийстве, то есть повод задуматься, почему это происходит. Кстати, вы даже можете самостоятельно убедиться в том, что суициды провоцируются намеренно. Просто понаблюдайте, как смещается волна суицидов. Сейчас ведь в мире такая ситуация, что многие люди вынуждены уезжать со своих территорий. Это и климатические беженцы, также войны людей заставляют покидать свои дома. Так вот, посмотрите, когда начинается такая большая массовая миграция людей, как вместе с ними смещаются и волны суицидов. Причем резкий скачок самоубийств происходит как раз на безопасных территориях. Не там, где происходит бедствие, и люди находятся в тяжелых условиях, а наоборот, в принимающих странах, где, казалось бы, должно быть все хорошо. А знаете, почему это происходит? Потому что вместе с этими беженцами приходится переезжать и тем, кто, собственно, и подталкивает людей на самоубийство. Причем это же не значит, что это будет какой-то брутальный маджахет. Нет, это может быть миловидная девушка, прекрасная старушка, всеми уважаемая. Может быть и самоотверженный волонтер, который всем помогает. А по факту в них сидят очень злые существа. И это уже не люди. Так а разве не логичнее этим существам оставаться там, где больше человеческих страданий и где массово гибнут люди? Нет. Для этих нет. Во-первых, не факт, что им что-то перепадет, потому что на территориях, где случаются бедствия или войны,
когда люди гибнут от какого-то внешнего фактора, ну или когда их убивают, то в этом случае действуют другие законы. А во-вторых, в местах, где происходит совсем трэш, обычно сложнее к человеку пробиться. Люди заточены на другое, на выживание. И молятся до хрена. Это действительно много объясняет и звучит намного убедительнее, чем какие-то там психологические подходы, которые пытаются объяснить вот эти случаи внезапных самоубийств. И действительно, мысли о суициде ведь не каждый день приходят. И значит, что-то есть, что их запускает, когда защита человека ослабевает. И вот как раз уныние и все эти упаднические настроения и есть теми состояниями, которые открывают человека для различных бесов. Не зря же в ваших религиях говорится, что уныние – это греховное состояние. Потому что уныние – это, по сути, своей себелюбие. Это проявление младшего беса в человеке. А когда человек совершает суицид, то он скармливается в угоду старшему бесу. Людям нужно запомнить одну простую вещь. Если ты в унынии, ты уже поражен и тебя уже имеют. Ты уже раб. Раб своих бесов. И останешься в рабстве у них навсегда. Даже после смерти. Интересно. Уныние уже признак того, что ты поражен. На самом деле только единицы понимают, что нужно грести в другую сторону. Мир – это борьба. За жизнь нужно бороться. Вы же растрачиваетесь на свои желания. Сдаетесь, даже не борясь. Вы что думаете, вы сюда пришли жизнью наслаждаться? Нет, вы пришли воевать. А если вы забыли об этом и просто живете, наслаждаетесь жизнью, то после смерти вас ждет один вариант – стать кифой под ногами достойных. Это война. И кто победит, тот выживет. Вот только люди сейчас воюют не в ту сторону. Бес их не туда направил. Отвел взгляд от настоящего врага человека, который скрывается внутри. И сейчас люди противостоят друг другу во внешнем, начиная от своих собственных семей и заканчивая глобальными мировыми войнами. Вы заметили вообще, что войны происходят с определенной частотой и закономерностью? Я имею в виду крупные, масштабные войны. Как минимум раз в столетие обязательно происходит война, которая становится значимым событием в истории. И как воронка притягивает внимание людей по сегодняшний день. Посмотрите по каждому столетию, и вы найдете такие события. Почему так происходит? И кому это выгодно? Разве только экономические и геополитические причины становятся причиной войн? Нет. Масштабные войны – это подпитка старшего беса. Я сейчас не о дьяволе говорю. Так вот, войны – это своего рода подзарядка для него. Как мы, например, заряжаем свой телефон. Нам же нужно регулярно это делать. Так и здесь. Почему вдруг власть имущим приходят в голову комбинации, как с помощью войны порешать какие-то свои вопросы? Вроде, да, экономика, деньги, но на самом деле им просто дали команду. Старший бес дал команду. Я имею в виду старший в иерархии. Причем самое интересное – это то, что сила беса не зависит от каких-либо внешних антропометрических факторов. Человек может быть физически сильным и выносливым, а бес у него слабый. И тогда он будет пресмыкаться перед другими людьми с более сильными внутренними бесами. Поэтому старшим бесом может быть даже милая девочка, далеко от власти сидящая, а на самом деле подпитывающая всю систему. Например, в ней может сидеть реинкарнация какого-нибудь генерала, который при своей жизни положил миллионы людей и сейчас опять к этому стремится. Конечно, это очень сильный бес. Вот он может воздействовать на своих подчиненных бесов в головах других. И они могут отдавать команду убивать миллионы. В итоге и система жрет через эту девочку жизненные силы людей. И генералу перепадает. Он в это время чувствует себя лучше, чем
в Вальгалле бы со своими корешами загорал. Поэтому те, кто начинают войны, всего лишь марионетки. Не они принимают решения. У них нет настоящей власти. У меня вопрос к таким персонажам. А ты вообще думал, кем ты будешь завтра? Где ты будешь завтра? Если тебе приходят мысли начать войну, ты думал, что ты покупаешь? 2 минуты славы и века мучений? Что на что меняешь? Сейчас ты находишься в иллюзии собственной значимости. Но очень скоро ты столкнешься с реальностью. Тебе кажется, будто бы ты обладаешь властью распоряжаться судьбами. Будто у тебя есть эта власть. Никогда у людей власти не будет. В этом мире власть только у сатаны. Если ты считаешь, что у тебя есть власть над кем-то, то как раз наоборот. Это ты находишься в полной, 100% власти у беса. Вы упомянули, что люди воюют между собой даже в семьях. Можете пояснить, что вы имели в виду? Неужели в основе семейных военных конфликтов лежит один и тот же механизм? И где здесь манипуляция бесов? Да, как на макро, так и на микро уровнях ситуация повторяется. Даже в семьях между людьми происходит постоянное трение. Акцентирую ваше внимание постоянно. Каждый день, даже по мелочам люди ругаются. Постоянно кто-то над кем-то пытается доминировать и проявлять свою власть над другими. Всегда есть тиран, достающий всех. Но разве он хочет этого? Нет. Он просто манипулируем бесом. Это бесы создают условия, чтобы люди постоянно конфликтовали. Вот почему все это происходит. Как в микро, так и в макромасштабах. Суть одна. Я поражаюсь, насколько люди тупые и не видят элементарного. Они даже не видят, кто делает их тупыми. Ладно, давайте пойдем таким путем. Я задам ряд наводящих вопросов, а вы хотя бы постарайтесь подумать над этим. Может, что-то наконец поймете. Давайте рассмотрим на примере взаимоотношений между людьми. Допустим, случился у тебя конфликт с кем-то из твоих близких. Как тебе кажется, по объективным причинам. Потому что вот он тебя как-то обидел. Чего-то не сделал или сделал. Но не так, как ты хотел и так далее. Просто накопился ряд претензий. Тебя вдруг охватывают эмоции. Ты начинаешь орать на человека. Но в этот же момент ты понимаешь, что не хочешь кричать. Что ты хочешь остановиться. А не можешь. Почему? Почему ты причиняешь страдания самым близким людям? Ты специально это делаешь? Так ты что, мазохист какой-то? Нет. А почему тогда так получается, что ты забываешь, что вроде как любишь человека и с ненавистью орешь на него? Почему в одних ситуациях ты не можешь остановиться в ярости и злости, а в других, где действительно нужно дать отпор, защитить себя или кого-то другого, то ты не можешь даже рот открыть? Кто тебя останавливает? Или, наоборот, заставляет делать то, чего ты не хочешь? Кто толкает людей на поступки, за которые они потом до конца дней раскаиваются? Почему одни и те же, по своей сути, конфликтные ситуации происходят по всей планете с разными людьми? С абсолютно разными характерами и условиями проживания? Что это? Одна программа на всех? А кто ее внедряет? Кому выгодно сталкивать людей лбами, как на уровне семей, так и на глобальном уровне, устраивая войны? Эти вопросы вы себе должны задавать, а не я вам. И уж тем более ответы вам стоило бы искать не у таких, как я.
Но раз уж вы решили меня слушать, то я вам скажу. Это все бесы. Это им выгодно сталкивать людей между собой. Это им выгодно провоцировать конфликты. Попробуйте вспомнить, когда последний раз у вас был день без ссор и споров. Так, чтобы вы не разозлились, не ругались бы ни с кем, даже у себя в голове. А вы не вспомните. Потому что бесы начинают руководить вами еще с малого возраста. И они скрываются у вас внутри, в вашем собственном разуме, в ваших мыслях. Младший бес проявляется через все низменное, примитивное в человеке. Поесть, поспать, размножиться, ну и, естественно, над всеми доминировать. Это твоя гордыня, альфа-значимость. Обезьяна, одним словом. А старший бес – это, скажем так, уже более высшие функции сознания. Логика, аналитическое рациональное мышление, интеллект, которым многие так гордятся. И оба беса притворяются тобой. Обычно люди в своей повседневной жизни ассоциируют себя с одним из этих бесов. То один, то второй перетягивает на себя твое внимание и начинает говорить в твоей голове, как «я». «Я хочу», «я сделаю», «я так думаю». Иногда они создают коалицию, и тогда они говорят «мы». А когда приходит время, чтобы тебя вздрючить или загнобить, то появляется формулировка «ты». «Вот это ты накосячил» или «ну ты идиот», «да у тебя никогда ничего не получится» или «ты ни на что не способен». Знакомые формулировки, правда? Это кто с кем там разговаривает? Почему ты страдаешь от собственных мыслей? Почему ты не можешь прямо сейчас вызвать у себя радость, счастье? Да хотя бы одну позитивную мысль, которая просто поднимет тебе настроение. Вы спрашивали, где манипуляции бесов? А вот она. Никто так не унижает и не оскорбляет. Никто так не гнобит человека, как его собственные бесы. Живешь ли ты так, как хочешь жить? Нет. А почему? А я скажу почему. Потому что ты раб. И все вы рабы. Рабы своих бесов. Получается, что механизм манипуляции один и тот же. И самый главный вопрос, где во всем этом настоящее я? Но власть же бесов не может быть тотальной над человеком. Иначе бы во всем этом вообще не было бы никакого смысла. Конечно, их власть не тотальна. И как раз в этом и смысл, чтобы уйти из-под их власти. Можно даже бесов себе на службу поставить. Вот только есть вещи, которые очень сильно способствуют, чтобы их власть над человеком не ослабевала. Например, алкоголь и наркота. Почему, допустим, нельзя пить спиртное? Ведь настоящие оккультисты, маги, не принимают спиртное вообще. Потому что они знают, что это такое и как алкоголь действует. Всего 1 стакан пива или бокал шампанского, и ты месяц будешь в рабстве у беса. Полностью под его контролем. И весь этот месяц у тебя не будет никакой свободы. Никакого творчества. Ничего. Под творчеством я подразумеваю, когда человек что-то создает, занимается деятельностью, где нужны свежие концепции, идеи, и где нужно обобщать данные. Многие изобретатели к этому приходили на собственном опыте. Например, Ландау, нобелевский лауреат по физике. Так вот, он писал, что перестал употреблять алкоголь, когда заметил, что после того, как он выпивал даже 1 бокал шампанского, то целый месяц ни одной креативной идеи ему не приходило в голову. И так это 1 бокал. А представляете, что происходит с алкоголиками или наркоманами? Алкоголики – это 100% рабы своего беса. Не существует безопасной дозы употребления алкоголя.
Что алкоголь, что наркотики имеют одинаковое действие на человека на уровне энергетики. И теперь посчитайте, как часто вы употребляете, и сами поймете, каковы у вас шансы вырваться из-под власти бесов. И к чему в итоге это приведет. Вот в чем реальность. Поэтому настоящий маг никогда и близко не подойдет к алкоголю и капли не возьмет. Тем более к наркотикам. А святое причастие в церкви, помните? Как вы думаете, чьих рук это проделки? Иисус Христос разве кого-нибудь поил вином? То, что было описано, что он давал своим ученикам, это было не вино, а сок первого брожения, который улучшал пищеварение. Он не содержал алкоголя. А посмотрите на современных батюшек. Вино хлещет ведрами, и не только вино, и называют себя святыми отцами. Смешно. Я вам так скажу, на сегодняшний день жрецы всех религий – это мытари по сути своей, собиратели подати. И выполняют они одну лишь роль. Они собирают с вас дань для старшего беса. И они так же далеки от Бога, как и любой грешник. Если сомневаетесь, посмотрите, какими знаками они себя окружают. Посмотрите на их действия, на этот театр, шоу, которое они вам крутят. Посмотрите, за что они борются в этой жизни. Разве они борются за ваши души? Нет. Они дерутся между собой за ваши карманы. Кажется, что они для себя в этой жизни хотят власти над вами, денег. А на самом деле это бесы их заставляют забирать ваши жизни и делать из вас рабов. А самое главное, что жрецы даже не для себя вас в рабство набирают, а для бесов. Потому что они сами рабы. Потому что они всего лишь мытари. Да некоторые маги намного ближе к Богу, чем те, кого вы называете святыми отцами. Потому что маги хотя бы не врут. Они честны. Они знают, что на что меняет. Знаете, в чем разница между жрецом и магом? Жрецы любой религии всего лишь рабы мелких бесов. Все эгоистичные, заносчивые. Все, чем они занимаются, это показуха. Их просто оббирают мелкие бесы. А маги, настоящие маги, они знают мир, знают, как он устроен, знают его таким, каков он есть. Жрецы даже понятия не имеют, о чем им говорили их пророки. Все забыли. И ничего они не понимают, не осознают и не видят. Они находятся в системе. Они просто мытари, которые собирают дань с тех лохов, которые к ним приходят, и забирают у них жизнь. Они дают ложные надежды людям, а по факту ведут их в ад. И об этом разве не говорил Иисус Христос? Что слепой поведет зрячего? Разве пророк Мухаммед об этом не говорил? Не предупреждал? Все говорили. Просто люди не слушают. А почему? Потому что уши у них закрыты тем же бесом. Гордыня их закрывает. Якобы они умные и все знают. А на самом деле никто из них ничего не знает. Если все они под бесом ходят. И это правда. Подумайте сами. Как заведомо мертвый может бороться за чью-то жизнь? Разве раб может бороться за чью-то свободу? Как он может указать вам дорогу, если сам не ведал ее никогда? Все, что могут ваши жрецы, так это лгать и строить из себя тех, кем они не являются. Они вас учат тому, чего сами не ведают. А я говорю вам правду. И вы сейчас это чувствуете. Вот в чем сила. Да уж. Теперь понятно, что лежит в основе иерархии в нашем мире. Это иерархия бесов. Смотря какой бес тобой управляет. Если ты раб более сильного, будешь выше в иерархии человеческой. Но в таком случае ты будешь портить жизнь гораздо большему количеству людей.
А поскольку ты раб, у тебя все забирают. А взамен дают лишь иллюзию, что ты чего-то достиг в жизни. Люди заблуждаются и борются за иерархию и власть лишь потому, что они не осознают, что жизнь человеческая настолько короткая, как вспышка. Она проходит мгновенно. В тех людей, кто действительно живет по заветам пророков, которые действительно стремятся к Богу, наполняются духом, в них зайти невозможно. А если в человеке есть гордыня, уныние, стремление к доминированию, к власти, то это и есть те врата, которые открыты настежь для таких, как я. Или еще хуже. Вы сюда пришли не наслаждаться жизнью. Вы пришли сюда воевать. А вы растрачиваете свою жизнь на что? На эгоизм, на себелюбие. Вы сдаетесь, не борясь, и идете за мертвыми, такими же, как сами. Зачем вы бегаете за деньгами? Хотите лучшую новую машину? Хотя ваша старая тоже пока еще хорошая. Но нет, надо лучше. Только для того, чтобы сосед обзавидовался. А потому что вы сами ему завидуете. А зачем? Чтобы ненавидеть и чтобы ненавидели вас? Ну, только знай, если ты завидуешь, то ненависть – это твоя жизнь, которая растрачивается впустую. Почему ваш пророк Иисус Христос завещал любить и не держать ни на кого ненависть? Ведь он говорил, что всякий, ненавидящий брата своего, есть человекоубийца. А вы знаете, что никакой человекоубийца не имеет жизни вечной. И пророк Мухаммед говорил: остерегайся ненависти и злобы. Если ты кого-то ненавидишь, помни, ты раб сатаны. И здесь в чем смысл как раз? Смысл в этом и зарыт. Если ты ненавидишь кого-то, в это время ты отдаешь свою жизнь. Ты промениваешь свою жизнь на ненависть. Ты живешь там, где Бога нет. Когда в тебе есть ненависть, в тебе нет Бога, и в тебе нет духа, того божественного духа, который усмиряет беса. Если ты думаешь прежде всего о себе, а не о других, значит, ты под контролем. Если тебе плевать на остальных, на общество, значит, ты раб. В буквальном смысле слова раб. Потому что нормальный человек, свободный, в первую очередь будет думать обо всем обществе, о человечестве, о своих родных и близких, и только в последнюю очередь о себе. А у вас все перевернуто с ног на голову. Кто так живет, скажите мне? Никто. Поэтому я могу зайти в любого. В прямом смысле этого слова. У меня нет никаких преград. А входом в человека как раз и является то, что он раб беса. А бес требует от него все больше и больше. И человек постоянно отдает ему свою жизненную силу. А раз отдает, значит, он создает проблемы для других. Раз он раб сознания, значит, он и мой раб. Когда человек постоянно требует что-то от мира, он эгоист. Тогда у него врата открыты в сторону на себя. И туда заходит всякая чертовщина. Бесы. И любой оккультист может подсадить такого человека на свой крючок. Если там уже не сидит кто-то более сильный. Если ты привык только брать, считаешь, что жизнь только для тебя, то это бес тебе рассказывает. Потому что это ты для него. Отсюда и жадность неуправляемая, и зависть, и вся гниль твоя. Когда тобой управляет бес, разве ты сможешь измениться? Нет, конечно. И бес тебя не отпустит, потому что твоя жизнь, его жизнь, а не твоя. Ты сам ее ему отдал, потому что желал земного. Прельстился и получил. Возжелал славы и стал кифой.
под ногами достойных. А если у человека врата открыты не вовнутрь, а наружу, если он отдает людям, живет для людей, то туда зайти никто не сможет, так как из этих врат идет постоянный поток огня. На самом деле, даже самые сильные бесы, они гораздо уязвимее обычного ночного мотылька. И для них любой огонь смертелен. А когда врата открыты вовнутрь, и человек тянет все на себя, то туда залетают не только мотыльки ночные, но и птеродактили, и вся бесовщина может свободно зайти. Вы сами впускаете в себя, потому что сами к этому стремитесь, сами отдаетесь во власть сатане и его бесов. А потом еще Богом недовольны. Претензии какие-то смеете ему предъявлять. Он и так дал вам все. Он дал вам свободу выбора. Вы имеете право выбирать, кому служить и как жить. Изначально родившись, стать мертвым в жизни не повидав. Быть в рабстве у бесов? Или в свободе Богу служить? Третьего не дано. Люди должны понимать, что есть только черное и белое. Если в тебе есть эгоизм, и тебе больше всех надо, ты раб беса. И неважно, какие места ты посещаешь, какие театральные действия вместе со жрецами устраиваешь. Это все театральщина для дураков. Был ты в якобы святых местах, хадж совершил, или на могиле Иисуса Христа побывал. Это все смешно для бесов, потому что это никак не избавит тебя от их власти. Кстати, я сейчас вспомнил, люди в комментариях задавали вопрос по поводу святых. Если все мертвые воруют жизненную силу, то как быть со святыми? Ведь мы им молимся, а они мертвы. Здесь нужно отличать настоящих святых, на самом деле единицы. И их точно не будут пиарить ваши жрецы. А вот как раз все те святые, которым вы молитесь, образы которых сохранились, нарисованные, чудеса творящие, начиная с Петра и Павла и заканчивая современниками, канонизированными вашими жрецами, и которых вам сейчас впаривают как святых. Они, будучи камнями у портала, сами сейчас рабы у беса, и вас к себе в рабство тянут. А эти мытари как раз их слугами, их представителями и являются. Они на них опираются, с вас дань собирают. И те, кого вы считаете святыми, как раз старшему бесу все и отдают. Потому что, даже будучи там камнем, чтобы выше подняться в этой иерархии камней, чтобы не так сильно давили другие, они и вынуждены платить больше. И делать они будут все, чтобы собрать побольше дани. Знайте, чем известнее святой, чем больше людей он исцелил, чем больше он помогал материально в решении ваших земных проблем, тем выше он бес в этой иерархии камней, и тем ближе он к сатане. А вы отдаете ему жизнь, прося о материальном. Разве вы ходите к святым за спасением души? Нет. Да и помогут ли эти святые к Богу прийти, если они сами только после смерти поняли, что Бог реально есть, и что ад реально есть? Только поняли они это поздно, когда уже стали камнями. И теперь все, что они могут делать, это смотреть, как другие заходят в портал души. Но они уже не смогут это сделать никогда. Знайте, когда вы молитесь таким святым, приходите и просите о материальном, после смерти вы будете под ними, внизу, в этой кладке камней. Вы будете даже под жрецами, которые научили вас им молиться. Почему ваши пророки говорили про образы, не сотвори себе кумира? Говорили, что нет никого между Богом и человеком, что нет и не может быть посредников, и что только через любовь
можно к Богу прийти, а не через театральные действия, поклоны и наклоны. Какая вообще разница, кому ты кланяешься? И кто кланяется в тебе? Бес? Все эти ритуалы – это все магия, постановки. Причем брехливая магия, не настоящая. Вообще все ритуалы совершаются лишь для того, чтобы маг настроился, сконцентрировался. И то так поступают низшие маги. Кому еще это нужно? А высшие маги, которые знают, как все устроено, они с бубном не бегают и кадилом не машут. Они управляют процессом. Вы ведь для того, чтобы запустить свой автомобиль, сесть и поехать от дома к магазину. Вы же перед автомобилем с бубном не бегаете, не переодеваетесь 300 раз, кадилом не машете, не кланяетесь ему. Вы просто сели и поехали, потому что это просто инструмент. Так вот, и магия для оккультиста – это инструмент. Слушайте, ну не могу не спросить вас, почему вы нам все это рассказываете? Зачем помогаете людям? А с чего вы взяли, что я помогаю? Я просто рассказываю о мире, как есть. Должны же вы в конце времен узнать, где вы будете. Время жатвы пришло, и жнец уже у вас на пороге. Поэтому я могу говорить об этом открыто. Просто вы настолько слепы и одурачены своими учеными, своими политиками, своими жрецами, что не видите элементарного, не видите дальше своего носа. Умные люди уже давно видят и понимают, что происходит. Этим и обусловлено, что я говорю открыто. Потому что изменить что-либо вы все равно уже не сможете. Вы себя изменить не сможете, даже зная правду. Потому что вы рабы. Разве я рассказываю вам что-то новое? Вам же говорили об этом всегда, испокон веков. И вы это знали. Как человечество знали. Просто слышать не хотели. И верить в это не хотели. А так, что дьявол, что бесы, они тоже рассказывают правду. Все как всегда. Разве вы не чувствуете перед тем, как совершить что-то греховное? Разве вы не понимаете, что вы совершаете? Понимаете. Разве не чувствуете, что делаете плохое? Чувствуете? Но делаете. Это же ваш осознанный выбор. Бес всего лишь шепчет, подсказывает. У него нет возможности заставить вас что-то сделать, если вы этого не хотите. А ловитесь вы на своем эгоизме, когда стремитесь что-то для себя обрести в материальном мире. И за это расплачиваетесь. Вы же осознанно променяли вечную жизнь на существование камнем у портала. Вы как раз и являетесь теми камнями на том мосту, который построен от смерти к жизни. Только идете по нему не вы, ибо вы уже камни в этом мосту. Вы можете лицезреть живых, которые идут по этому мосту, а сами даже сдвинуться не можете. Потому что то время, когда вы могли двигаться и что-то делать, вы променяли на иллюзию, гордыню, нытье и на бездействие. Это же логично. И это так. Поэтому все очень честно. Кто к чему стремился, кто что хотел, то и получил. Другого ничего нет. По вере вашей да будет вам. Или вам не знакомы эти слова? Так что извините. Я рассказываю правду, потому что никуда вы уже не денетесь. Вы безвольные, бесхребетные. Вот смотрите. Я вам рассказал сейчас про тех же нытиков и суицидников. Но даже если весь мир меня услышит, знайте, суицидников меньше не станет. И нытиков меньше не станет. Сатана всегда рассказывает правду, и вы ее слышите. Но вы же рабы. Поэтому он и делает с вами то, что хочет. И правда вас не спасет.
Потому что вы обездвиженные, себелюбивые эгоисты. Это правда. И даже то, что некоторые сейчас обижаются и возмущаются, глядя на меня, это как раз и показывает, что их бесы, которые младше меня, подчинены мне. И сейчас они кормят меня. И я это чувствую. Потому что вы дураки и идиоты. Ведь я говорю вам правду. А вы меня кормите. Каждый раз, когда вы будете меня вспоминать, и в вас будет вскипать мой раб, у которого вы в рабстве, он будет у вас забирать жизнь и отдавать 90% мне, и лишь 10% оставлять себе. И вы будете его кормить. Он будет у вас забирать 90% вашей жизни и лишь 10% оставлять вам, чтобы вы не сдохли и продолжали гордиться, упиваться своей дурью, наслаждаться вином, стремиться к богатой жизни, к власти, жить в иллюзии, а не в реальности, и существовать очень короткий промежуток времени. И прямо сейчас те, кто возмущаются, кормят меня. И я чувствую, как прямо сейчас я становлюсь сильнее. И каждый раз, когда вы будете вспоминать меня, вы будете платить своей жизнью. И попробуйте забыть меня. Попробуйте. Я не шучу. Вы, рабы, попробуйте забыть своего хозяина. А я посмотрю, как это у вас получится. Вы будете пищать, возмущаться, но будете как обезьяна идти к удаву. И здесь вы всего лишь обезьяна. А я удав. Что толку, что ты сейчас слышишь меня и понимаешь? В тебе ведь бесится бес, который делает тебя слабее, а меня сильнее. Прямо сейчас ты становишься слабее, а я чувствую, как становлюсь сильнее. И в этом суть. Я всего лишь называю вещи своими именами. Знаете, почему этот мост, соединяющий смерть и жизнь, такой мощный, такой крепкий, фундаментальный? Потому что он состоит из вас. И каждый раз он обновляется и укрепляется. И этот процесс вечный. Жнец уже на пороге вашего дома. А вы живете в надежде, что кто-то придет и вас спасет? Придет. Тот, кто сильнее меня. И заберет все. И всех. На укрепление моста, по которому из смерти в жизнь пройдут лишь достойные. А вы будете только лежать, смотреть на них и завидовать. Вы ведь привыкли всю жизнь кому-то завидовать. Вот и будете завидовать. В веках, будучи кифой у ног достойных. Это же ваш выбор. Каждого из вас. И будучи опорными камнями в этом мосту, вы будете завидовать живым, наблюдая, как достойные идут по вам в рай.